Всем привет! С вами Татьяна Шумилина. Мой канал посвящен вязанию крючком. Сегодня будем вязать сумку шопер с использованием кожаной фурнитуры. Я для вязания использовала уже готовое кожаное донышко овальной формы. Вы можете также взять готовое донышко, либо связать овальное донышко из шнура по моему мастер-классу, ссылочку на который я прикрепляю. Размер моей готовой сумочки: высота 25 сантиметров и ширина 35 сантиметров. Вяжется она узором ананасик. Точнее, у этого узора несколько названий. Я его называю ананасик, но его также называют узор кожа дракона, и также его называют узор шишечки. По этому узору у меня есть также видеоурок. Можете пройти по ссылочке и посмотреть. Там я показываю подробно, как вяжется сам узор, и показываю также два способа соединения ряда, поэтому вы можете его посмотреть и выбрать уже тот способ, который удобен вам. Конечно же, именно к этому узору привязываться не нужно, то есть вы можете выбрать любой другой узор, который вам нравится и который можно вязать по кругу. Процесс работы здесь совершенно несложный. Вначале мы с вами обвяжем донышко, затем сразу перейдем на вязание основной части. Стеночки мы будем вязать по кругу. И, собственно, после этого нам останется только пришить ручки. То есть, как видите, довольно-таки простая моделька, которая вяжется быстро и без всяких заморочек. Ну что ж, давайте приступать. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем приятного просмотра! Для вязания шопера я буду использовать пряжу Бугетта PP Tie-Dye. Это полипропиленовый шнурочек толщиной 3 мм. В одном моточке 250 граммов, 250 метров. У меня уйдет таких моточка полтора, я думаю. Но, в общем, у меня два таких целых мотка. Мне их хватит с запасом даже. Далее буду использовать вот такой вот наборчик кожаной фурнитуры от магазина Oh My Yarn. Ссылочка есть в описании под видео. Это донышко из натуральной кожи. Размер его 30 на 10 сантиметров. И вот такие ручки длиной 60 сантиметров. Пришивные ручки. Вот здесь, видите, дырочки. И крючок я буду использовать номер 4,5. Итак, начинаем работу с обвязки донышка. И начинать я буду с бокового края, то есть первая петелька у меня будет вот здесь. Почему именно с этого места? Потому что впоследствии, когда мы будем вязать сумку, у нас в этом месте всегда будет начинаться новый ряд. Соответственно, соединительный шов на сумочке у меня будет находиться сбоку, где будет его наименее заметно. Итак, значит, обвязочку буду делать обычным столбиком без накида, и в каждое отверстие я провяжу по 2 столбика. Донышко располагаем лицевой стороной к себе и начинаем обвязочку. Первая петля воздушная, и далее в это же отверстие провязываем еще один столбик без накида. Дальше в следующее отверстие 2 столбика без накида. Хвостик с обратной стороны я сразу прокладываю вдоль донышка и ввязываю его. Далее следующее отверстие и так далее. Обвязываем все донышко. Так, обвязали донышко, и теперь делаем соединение ряда. Вот таким вот образом.
Протягиваем рабочую петлю на изнаночную сторону. Теперь можно уже переходить к вязанию стенок сумки, но я еще, пожалуй, закрою вот эти вот отверстия, чтобы у меня потом из сумочки через них ничего не выпадало. Не отрывать основную нить, я возьму другой моточек и закрою отверстие. Итак, смотрите, переворачиваю изнанкой к себе. И вот таким вот образом, значит, вывела петельку. Дальше из следующего отверстия вытягиваю петельку и провязываю соединительный столбик. Далее в следующее отверстие соединительный столбик и так далее. Делаю обвязку по всей окружности донышка соединительным столбиком. Вот на лицевой стороне у нас будут получаться вот такие вот шовчики. В принципе, можете и по лицевой стороне пустить эту косичку, то есть перевернуть и обвязать вот здесь. Но мне больше нравится, когда на лицевой стороне вот такие вот аккуратненькие стежки. Итак, последний соединительный столбик провязали вот в это отверстие. Значит, обрезаем ниточку. Чуть подлиннее, чем обычно, оставляем хвостик. Теперь вытягиваем этот хвостик сюда и делаем имитацию петли. Так, протягиваем хвостик вот сюда, в первую петельку нашей обвязки. Так, и далее, смотрите, отсюда ввожу крючок в последнюю петельку, вот таким образом. И протягиваю хвостик на лицевую сторону. Все, здесь у нас цепочка замкнулась, а здесь берем наши хвостики и вытаскиваем их вот таким вот образом на изнанку. Так. Здесь так поправляем, чтобы у нас смотрелось это все аккуратненько. Все. И хвостики прячем здесь между петельками. Теперь возвращаемся к нашему основному вязанию и приступаем к вязанию первого ряда. В первом ряду мы сделаем по 3 прибавки на каждом скруглении, то есть 3 вот здесь и 3 вот здесь. Это мы будем делать для того, чтобы наша сумочка потом впоследствии была снизу такой более округлой, да, то есть чтобы она не была угловатой. Соответственно, одно прибавление я сделаю по центру и по одному вот где-то здесь по бокам. И на втором скруглении то же самое. Значит, пожалуй, первую прибавку я сделаю уже в первой петельке, так как она у меня располагается практически по центру. Значит, вязать я буду обычным столбиком без накида первый рядочек. Первым столбиком у нас будет воздушная петля подъема, и далее сюда же провязываем еще один столбик. Далее по одному столбику без накида в каждую петлю.
Так, вот здесь делаю вторую прибавочку, то есть провязываю 2 столбика в одну петельку. И дальше до следующего скругления вяжу одинарные столбики без накида. Теперь дошли до скругления и делаем здесь прибавочки. Одну сделаю вот здесь. Вторую по центру. Так, ну вот здесь. Так, вторая прибавка. И третью. Вот здесь. Теперь вяжем одинарные столбики и не забудем сделать еще последнюю прибавочку вот здесь, на этом скруглении. Итак, провязала первый рядочек, сделала соединение ряда, точно так же, как в предыдущем ряду. Сейчас еще разочек покажу. То есть захватываем рабочую петлю, выводим ее на изнаночку. Дальше подхватываем и провязываем. Все, вывели петельку. И дальше приступаем к вязанию основного узора. Первая воздушная петля подъема. Далее находим следующую петельку. Вот она. И подхватываем передние стеночки этой петли. Вот таким вот образом. Далее выводим петельку, вытягиваем ее до уровня нашей предыдущей петли и провязываем. Дальше находим следующую петельку и ее провязываем классическим столбиком без накида. Далее следующую петельку снова провязываем за обе стеночки. Следующую классическим столбиком без накида. И так далее. Чередуем петельки до конца ряда. Да, я еще забыла сказать, что для этого узора очень важно, чтобы у вас на окружности было четное количество петель. Следующая петелька, столбик без накида. Следующая за передние стенки. Итак, провязали рядочек, и последняя петелька у вас должна получиться вытянутой. Теперь делаем соединение ряда. Протягиваем петельку наизнанку. Далее подхватываем петельку, и вот здесь, внимание. Так, нет, давайте провяжем ее. И вот здесь вот внимание. Значит, во втором ряду у нас также будут чередоваться наши петельки, вытянутые и обычные столбики. И они у нас будут чередоваться в шахматном порядке. То есть в том месте, где у нас был вытянутый столбик, в этом ряду у нас будет обычный столбик. В том месте, где был обычный столбик, будет вытянутый. Соответственно, первая петелька у нас была обычной в предыдущем ряду. То есть берем и прямо первую петельку провязываем вытянутой петлей. Захватываем наши стеночки. Видите, да, как я подхватываю рабочую петлю, вытягиваю
и провязываю. То есть здесь понятно, да, вместо воздушной петли подъема мы первый столбик вяжем вот таким вот образом, делаем вытянутый столбик. Дальше следующую петельку провязываем обычным столбиком. Здесь не путаем, следующая петля у нас не эта, а вот она. Она тут немножко спряталась за счет того, что мы в нее делали соединение, но ее пропускать нельзя. Провязываем обычный столбик без накида. Далее в следующую петельку делаем вытянутый столбик. И следующую петельку провязываем обычным столбиком. Ну и соответственно так мы вяжем до конца ряда. Итак, провязали рядочек до конца, закончили ряд обычным классическим столбиком. Теперь делаем соединение. Так, соединили. И смотрим, предыдущий ряд у нас начинался с вытянутого столбика, значит, этот ряд мы начинаем с воздушной петли подъема. Далее вяжем вытянутый столбик. И далее продолжаем вязание нашим основным узором. Соответственно, следующий рядочек я начну снова с вытянутого столбика, как я это делала в предыдущем ряду, и так далее. Видеоурок по этому узорчику у меня есть на канале. Его можете посмотреть. Там я вяжу из однотонного шнура, и этот узорчик виден хорошо. То есть вот эти чешуйки, они более такие выраженные. Здесь я вяжу из пестрой пряжи, поэтому не так хорошо виден рисунок узора, но тем не менее все равно он смотрится красиво, и мне нравится этот узор тем, что он очень плотный. То есть и вот такой вот тоненький шнур, да, достаточно, он у меня толщиной даже, я бы сказала, не 3, а 2,5 миллиметра. И этот тоненький шнур довольно плотно ложится в этом узоре, и сумочка будет хорошо держать форму. Таким образом мы вяжем сумочку до желаемой высоты, и у меня это будет примерно сантиметров 30. Итак, я уже практически связала свою сумочку. Связала я 38 рядов в сантиметрах. 25 сантиметров. Мне показалось, что этого достаточно, больше вязать не буду. Вот такой вот моточек у меня остался. То есть я использовала один моток, начала второй, и вот что у меня осталось. Здесь 150 граммов. Напомню, что целый моток весил 250 граммов. То есть на сумочку у меня ушло 350 граммов и 350 метров. Теперь, прежде чем закончить вязание, я сделаю обвязку края, чтобы он выглядел у нас красивой, чтобы сумочка выглядела законченной. Для этого что я делаю? Обвязывать краешек я буду соединительным столбиком, просто сделаю такую вот косичку вот здесь вот по краю. Сейчас покажу вам один лайфхак, как отмерить отрезок нити, который нам понадобится для обвязки края. То есть как определить, какое количество нити нам для этого потребуется. Берем ниточку, обматываем изделие вот так вокруг 6 раз. 3, 4, 5, 6. Обрезаем ниточку. 6 оборотов вокруг изделия. Для чего я это сделала, спросите вы? Почему нельзя было сразу начать обвязку? Потому что здесь у нас соединение, посмотрите, и оно сверху, вот эта косичка верхняя, у нас будет наружу. Она у нас сейчас уже ничем не скроется. Поэтому здесь мне нужно сделать имитацию такой же петельки, как и все остальные вот эти петельки-косички. Соответственно, для этого я должна вытащить ниточку вот эту. Ну, то есть, если бы у нас был здесь
моток, да, то мы бы этого сделать не смогли. Нам пришлось бы протягивать через эту петлю весь моток. Вытащили. Дальше подсовываем крючок под первую петельку ряда. Дальше протягиваем снова нашу ниточку. Так, теперь вводим крючок в последнюю петельку ряда вот таким образом. Подхватываем заднюю перемычку петли, вот эту, и вводим крючок в серединку петельки, вот сюда, в серединку верхушки вот этой. И ниточку протягиваем сюда. Все, посмотрите, мы замкнули нашу косичку. Так, вот она петелька, которую мы сейчас сделали. Она абсолютно ничем не отличается от всех остальных петелек. То есть у нас край будет ровный и без всяких некрасивых ступенек и переходов и соединительных петель. Теперь приступаем к обвязке. Для этого сюда, под эту же петельку, которую мы с вами только что сделали, вводим крючок и выводим рабочую петлю. Далее вводим крючок под следующую петельку и соединительным столбиком начинаем обвязку. Провязываем соединительные столбики под каждую петельку. При этом стараемся эти столбики вязать плотненько, чтобы край у нас был не расхлябанным. Обвязали полностью весь край, подошли к концу. Так, здесь у меня последняя петелька. И, значит, смотрите, теперь я здесь должна сделать снова имитацию петли, точно таким же способом, как и в прошлом ряду. Вот сколько у меня ниточки еще осталось. Вот у меня тут, наверное, целый оборот. Да, можно было сделать 5 оборотов, но я всегда делаю на всякий случай с запасом. Так, здесь мы снова вытягиваем ниточку и подсовываем крючок под первую петельку нашей обвязки. Так, теперь отсюда нам нужно вывести крючок вот отсюда, из последней петельки обвязки. Ой, не туда, на одну петлю сместилась. Так, вот. Вот она петелька, которую мы с вами только что сымитировали. Все, теперь я отрезаю ниточку и хвостик прячу на изнаночной стороне между петельками. Теперь показываю, что у меня получилось. Смотрите, краешек какой аккуратненький. Здесь косичка и сверху косичка. Такая вот у нас получилась корзинка овальной формы. И теперь осталось только пришить ручки. Пришивать я их буду на глаз, не буду я особенно заморачиваться. Значит, сейчас вам покажу так для ориентира, сколько сантиметров я буду отступать от края и сколько сантиметров будет между концами ручки.
Так, значит, вот так примерно будет располагаться ручка. Вот, смотрите, расстояние 13 сантиметров от края до края. Дальше. Вот отсюда до края сумки 7 сантиметров. Так, для того, чтобы пришить ручку, мне понадобится иголка для пряжи. Либо можно взять обычную иголку с большим ушком. И буду использовать тот же шнур, которым вязала сумку. И смотрите, в моем случае у меня вот такие небольшие отверстия в ручке. Я сначала смотрю, будет ли у меня игла проходить вместе с нитью в эти отверстия. Нет, ну точнее она проходит, но не очень хорошо. Когда я сделаю сюда 1-2 шва, уже будет сложно ввести иголочку. Что я делаю? Я беру этот шнурочек и распускаю его. Полипропиленовые и полиэфирные шнуры, они очень хорошо распускаются. Стоит только потянуть за какую-нибудь ниточку здесь вот на конце, и они свободненько вот так вот распускаются. Так, распустила. Ниточка стала теперь гораздо тоньше. И в таком виде вставляю ее в иглу. Опс, тут даже можно еще распустить вот на совсем тоненькую ниточку. Так, ну мне этого не надо, я оставлю такую. Так, ну вот вставила ниточку, буду шить в 2 сложения. Беру ручку. Так. И начинаю пришивать. Обратите внимание, что узелок я не делала на конце. Сейчас объясню почему. Так. Ввожу иголочку и вот здесь вот оставляю небольшой отрезочек. Придерживаю его рукой, чтобы он никуда не ускочил. И вот так крест-накрест делаю швы. Так, здесь следим, чтобы у нас тут ничего не лохматилось, не застревала ниточка нигде между петлями. Так, все, сделаю последний шов. То есть я сделала по 2 стежка. 2 вот так и 2 вот так. Думаю, что этого будет вполне достаточно. Теперь посмотрите, для чего я оставила этот хвостик. Таким вот образом сейчас перемещу свою ниточку поближе к этому хвостику. Так. Обрежу и 2 этих конца свяжу. Так, сейчас. Так, завязываю на 2-3 узелочка.
Можно даже 2, я думаю, достаточно. И все, теперь эти хвостики прячу между петельками. Ну что ж, я пришила обе ручки, также установила свою фирменную бирочку. На этом сумочка у меня готова. Единственное, что я бы порекомендовала вот сюда еще пришить магнитную кнопочку, чтобы сумочка хоть как-то закрывалась. Но в моей сумке будет подкладка, и сначала я сделаю подкладочку, а потом уже пришью на нее магнитную кнопку. По подкладке у меня будет отдельное видео. Я там подробно расскажу и покажу, как я ее крою, как сшиваю и как пришиваю к сумочке. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо всем за просмотры. Желаю вам красивых сумочек и ровных петелек. Всем пока-пока!